Вместе мы сильны. Вместе гораздо легче переживать тягости, получать больше удовольствия от чего бы то ни было, да и вообще легче общаться. И сообщество в игре, как способ объединяться и находить единомышленников, прекрасно справляется с подобными задачами. В данном видео затронем понятие сообщества в World of Warcraft, а также разберемся, чем оно лучше тех же гильдий и чем может быть полезно игрокам нашего триального брикета. Официальная цитата Blizzard. В обновлении, предшествующем выходу Battle for Azeroth, в World of Warcraft появится сообщество, новая функция, позволяющая вступать в различные группы, создавать их и управлять ими. При помощи этой функции можно создать группу, например, для любителей отыгрывать роли или участвовать в битвах питомцев, для прохождения подземелий в эпохальном режиме и так далее, и собрать в ней ваших друзей и родных. При этом неважно будет, в каких игровых мирах находятся участники той или иной группы, вы сможете вступать в различные группы, не отказываясь от членства в собственной гильдии. Конец цитаты. Чертовски верно. Сообщества позволяют принимать в себя участников не только гильдий, но также и других таких же сообществ. А самое важное, в отличие от гильдий, они не привязаны к игровым мирам. Теперь посмотрим на триалов. Единственная возможность кооперироваться в одну или несколько больших групп для удобного поиска БГ, арен и прочего как раз таки и является сообщество. А если рассматривать сообщество как способ связаться с игроками высокого уровня, будучи без подписки, вы ведь знаете, что в общем чате игроки выше 29 уровня не смогут увидеть ваши сообщения, а использовать шепот на стартовой версии и без подписки персонажам, что не являются вашими друзьями, невозможно. Нам на помощь и приходят эти сообщества. В списке участников вы вольны шептать любому персонажу любого уровня. Только важный момент. Игрокам, что никогда не оплачивали WoW, вступить в сообщество не представляется возможным, но ветераны смогут сделать это. Оттого призываю вас все-таки покупать, хотя бы частично, продукт, что зовется World of Warcraft. Вы сами облегчите себе жизнь, получите массу иных впечатлений, а впоследствии ощутите контрастную разницу между игрой на высоком и триальном уровне. Связь с другими играми Blizzard. Очередная цитата. Создавать сообщество в World of Warcraft и управлять ими можно на вкладке гильдии сообществ, по умолчанию клавиши J, где также можно взаимодействовать с системой групп Blizzard. Эти группы позволяют общаться с другими игроками не только в World of Warcraft, но и в других играх через приложение Blizzard Battle.net. Конец цитаты. Здесь стоит обратить внимание. Действительно, сообщества могут быть созданы как для World of Warcraft, так и отдельно для Battle.net. Они выходят за рамки мира военного ремесла и представляют связь с самими учетными записями Blizzard. Общение происходит в клиенте Battle.net, а потому неважно, в какой игре вы в данный момент проводите время, сообщения дойдут в любом случае. А вот тут уже интересно. В созданные вами сообщества могут вступить персонажи вашей фракции из любого игрового мира в вашем регионе. Пригласить участников можно будет либо напрямую, либо отправив им специальный код или приглашение. Кроме того, вы сможете создавать в календаре события только для участников сообщества и присоединяться к группам вместе с другими игроками в режиме быстрого вступления в группу. Фракционное разделение – это основная мысль в World of Warcraft. Расслабьтесь, никакого объединения фракций не будет. Одно из преимуществ сообщества над гильдией – это кросс-серверность. Вступать в сообщество в силах персонаж из любого игрового мира и даже вразрез с цитатой из любого региона. Так что зовите ваших иностранных друзей и общайтесь в собственном сообществе. Кстати, ссылки на крупнейшие русскоязычные сообщества Орды и Альянса будут в описании. Текстовые и голосовые чаты. Последняя цитата. Помимо прочего, новая система позволит игрокам общаться в отдельном чате сообщества, голосовом и текстовом, создавать каналы и управлять ими, а также легко переключаться между ними прямо в интерфейсе сообщества. В чате сообщества будет сохраняться история сообщений, и мы также планируем добавить такую функцию в чат гильдии. Конец цитаты. Помню, когда появился голосовой чат внутри WoW и Battle.net, комьюнити сразу же начало сравнивать качество звука и связи с другими приложениями. И, к сожалению, я не застал точного вердикта, что подходит лучше для голосового общения, Discord или голосовая связь в этих самых сообществах. Сверху опрос. Отметьте ваше мнение. И вы не ожидали, но я вынес эту деталь за скобки, поскольку она невероятно важна. Да, сообщества не дают особый бонус в виде сокращения времени восстановления Хардстоуна, повышения скорости передвижения ваших маунтов или доступ к гильдбанку, что без подписки недоступен. Они позволяют игрокам ограниченной версии WoW
понять, что они не одиноки, что есть такие же странные, но сплоченные ребята, что хотят вместе получать необыкновенный и иногда непредсказуемый опыт. А с недавних пор вы сами можете найти себе подходящее сообщество из списка. Для этого в меню «Гильдия и сообщество» нажмите «Найти сообщество». Введите предпочтительные цели, роли и начните поиск. Подведем итоги. Главные особенности сообществ. Непересекаемость гильдии и сообщества. Вы можете состоять и там одновременно. Нет привязки к игровому миру и региону. Для триалов это отдельный плюс, ведь все мы разбросаны по игровым мирам, а гильдии заперты в одном сервере. Отнюдь это не значит, что вступление в гильдию того не стоит. Об этом в отдельном ролике. Коммуникация с высокоуровневыми персонажами внутри сообщества. Вы слышите этот шепот? Возможность принять приглашение во время неактивного игрового времени. Сделать то же самое с гильдией нельзя, а вот сообщество позволяет. Главное хотя бы единожды заплатить за игру. Выход за пределы World of Warcraft. Сообщества создают связь, даже если вы играете в другие игры Blizzard. Голосовое и текстовое общение, а также планирование мероприятий в сообществе. Что же, вот мы и обсудили смысл сообществ для триалов, а также пояснили их отличия и преимущества над гильдиями. Хочу верить, что играя на 20 или любом другом уровне, вы будете в состоянии найти себе компанию, а ваш лайк и комментарий подскажет, в каком направлении развития темы триального брикета мне двигаться. По традиции, особенно благодарю моих спонсоров Waterly, SoftAndroid и Mamias.